Здравствуйте, друзья! Итак, как вы уже догадались, сегодняшняя тренировка будет посвящена ногам. Показывать мы ее будем на примере Андрея. Сейчас объясню почему. У него находится, он сейчас в состоянии предсоревновательной подготовки, хорошо подсох. И это требует определенной специфики в тренировках, о которой мы потом также будем говорить. Я эту тренировку прокачаю вместе с ним. Еще будем учитывать моменты. Нам уже, как говорится, 48+, поэтому будем минимизировать нагрузку на суставы. Хорошо разогреваемся с общеизвестных упражнений. Гиперэкстензию мы уже сделали, кардио, конечно, тоже поделали. Сейчас разгибатель, сгибатель, разведение, сведение. В общем, все по кругу. Пару кругов по 15-20 повторений работаем. Как я уже сказал, используем небольшие веса, 15-20 повторений. Очень аккуратно прорабатываем крайние точки, чтобы не травмировать сухожилия. У Андрея они уже просто подсушены ввиду его предсоревновательной деятельности. У людей в возрасте они в принципе требуют очень аккуратного, бережного подхода. Для начинающих и для молодых эта схема также будет актуальна, чтобы в начале своего спортивного пути также не травмироваться и сохранить спортивное долголетие. Друзья, не пренебрегаем тренажерами разведения, сведения. Некоторые думают, что это для женщин. Это совсем не так. Мы хорошо разогреваем таз. Сейчас на разведение Андрей ягодичную мышцу греет, тазобедренный сустав. А потом на сведении пытаемся аккуратненько раскрыть таз, чтобы потом на глубоком вжиме ногами не травмировать связку. Видите, Андрей очень аккуратно раскрывается, очень плавно сводит, то есть дает себе как предварительную растяжку уже. Обеспечивает. Это даст нам хороший диапазон движений в дальнейших более тяжелых упражнениях. И, конечно же, уделяем внимание разогреву голеностопа, чтобы не травмироваться как при жиме, как при выпадах, неважно, какие упражнения вы делаете. Для этого Андрей берет минимальный вес. И заметьте, делает его в максимальной амплитуде. Полностью пятка вниз, выводит вверх. Иногда можно поменять разворот пяток. То покосолапить наружу, то вовнутрь. То есть опять же задать диапазон возможностей для дальнейшей тренировки. Ну и для красивой голени это будет тоже так же полезно. Что ж, продолжаем. Как вы видели, разминочку мы сделали активную. Можно выполнять один, можно два круга по всем тренажерам, 15-20 повторений. И переходим к основной первой связке. Это жим ногами лежа. И плюс у нас еще будет сгибание ног лежа. Для чего это надо? Спина сейчас практически не задействована. Это хорошо. Колени, в принципе, в жиме ногами, наверное, получают самую безопасную работу из всех тренажеров, всех вариаций. Это тоже хорошо, особенно по тем причинам, что я выше упомянул. То есть обеспечиваем ногам максимально возможный залив без участия спины. И переходим от этого упражнения потом к более сложным. Дальше. В разминке мы, конечно же, сделали сгибатель. Теперь чуточку добавили веса, но продолжаем сохранять технику. Колени прежде всего, связки прежде всего. В сумме получим налив. Четырехглавые и двуглавые мышцы. Это будет сегодня основная тяжелая, хорошая работа. По поводу постановки ног, друзья. Андрей ставит так, как ему удобно. Если вы обратите внимание, Дим, приблизь, пожалуйста, он делает акцент на наружную часть бедра. Покажи бедро, Андрюхина. Видите, у него включается квадрицепс, наружная часть. Она ему нужна для соревнований, это лично его. Вы же должны ставить стопы ног так, как вам максимально удобно. Здесь нет панацеи, правильно, неправильно. Ставите так, как вам комфортно и как вы можете поработать с наибольшим возможным весом. И третий подход, видите, Андрей, да, еще раз поменял положение стоп на платформе, сместился акцент. Вот, хорошо заходит у нас внутренняя часть квадра. Угу. Удобно, Андрюха? Ага. Вот. И мы налили мышцу полностью. Снаружи, вовнутрь, все. Коленям норм? Да. Супер. Вторая связка, друзья.
Гак приседания плюс разгибатель. То есть мы на предварительном суперсете мышцы ног уже забили хорошо. Чем хорош гак? У него, как посмотрите по примере Андрея, спина прижата. А квадрицепс идеально работает. Еще и в этой конструкции включается хорошо ягодичная, все зависит от глубины приседа. Теперь хорошо прорабатываем четырехглавую мышцу на рельефчик. Также продолжая не перегружать спину. Единственное, посоветуем, если что, бинтуйте колени на всякий случай, кому это нужно. И разгибатель в этой связке мы используем как принцип изонапряжения. То есть вверху Андрей максимально сокращает мышцу, держит вес опять же небольшой. Это позволяет нам очень небольшим весом усилить напряжение от предыдущего подхода в гак-машине. И как я уже сказал, 48+, начинающим, новичкам, мальчикам, девочкам такая техника будет безопасной и очень эффективной. Напомню, друзья, о количестве подходов и повторений. Первый сет, жим ногами изгибатель, мы делали 5 подходов. Почему? Он самый первый, и первый подход был прям разминочный. Второй, назовем его так, подводящий, и получилось 3 рабочих подхода. Теперь же такое количество большое делать нет необходимости, поэтому будет просто 3 подхода по 12 повторений. 12 гаки, 12 разгибателя. Вполне будет достаточно, в этом можете сами убедиться. Если что не так, пишите. Итак, второй подход, снова разговор о стойках, о постановке ног. Опять же, друзья, то, что делает Андрей, он профессионал, он делает так, как ему удобно и как ему надо. У него задача проработать сейчас наружную часть бедра, это у него будет для позирования на сцене, скоро на соревнованиях, и ягодичную подрезать. Вы же, еще раз напоминаю, ставьте ноги так, как вам максимально удобно. А это, друзья, уже чисто профи-фишка. Андрюша прорабатывает свой квадрицепс. Это у него 3-й подход. И можно сказать, что это своеобразный активный отдых перед последним приседанием, которое, естественно, тяжелее, чем все предыдущее. И вот он так активно отдыхает. Ноги устают, а дыхалочка нет. И теперь, друзья, переходим к завершающему суперсету. Естественно, мы не обходим вниманием приседания. Делаем небольшим весом. Андрюхе сегодня это будет 80, максимум 100 килограмм. Очень медленно, досаживается, смотрите, спина не заваливается, четенько. А после предварительного налива, который мы сделали в 2 суперсетах, поверьте, этого веса будет вполне достаточно. Для спины безопасно, тем более для Андрея спины. Колени разогреты, но опять же рекомендуем бинтоваться или одевать наколенники. И добиваем это все голенью и подъемом ног в висе. И теперь голень добавляем уже рабочим весом. Голеностоп разогрет, ноги разогреты, но делаем медленно так, чтобы после приседа можно было отдышаться. И 3-е упражнение в последнем суперсете – это подъем ног в висе. Вверху подкручиваем таз, крестец разгружаем, внизу даем вдох, растяжечку и мощный выдох. Нам это упражнение нужно не сколько для пресса, а чтобы дать небольшую декомпрессию позвоночнику после тренировки ног. Ну и пресс, конечно, тоже хорошо. Выполнив определенное количество, там 8-10 повторений, обязательно не забудьте потянуть, растянуть спину в удобном для вас диапазоне. Покажу ноги. Третий подход приседания у Андрея. Хоть вес и небольшой, но он уже устал. Видите, майка мокрая насквозь. О чем это говорит? Что даже профессионалы при такой относительно несложной программе устают. Единственное, что посоветуем, начинающий вы или возрастной спортсмен, не гонитесь за весами. Делайте все красиво, удовольствие. И результат все равно будет хороший. Он придет от техники и от системного тренинга. Да, Андрюха? Вот.
Итак, друзья, это было убийство от команды Masters of Buggy. До новых встреч в эфире, и мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность снимать наши видосики. Да, программка не хитрая. Ждем от вас фидбэк, обратная связь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируем. До новых встреч.